Вітаю! Мене звуть Юлія, мені 16 років, і я автор цього дослідницького фільму «Питання про важливе». Я планую вступати на журналіста, тому цей фільм – початок чогось нового у моєму житті та початок моєї кар'єри. У моєму фільмі присутні 4 герої. Зокрема, це одна пара російсько-українська, де жінка з Росії, а приїхала до України у 2016 році, чоловік її з України. Це чоловік також, який емігрував багато років тому з України, міста Одеси до Лос-Анджелесу. Та дівчина, яка знаходиться зараз у Москві, вона росіянка, але вона не підтримує російську агресію та виступає проти. Тому бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюсь, що вам дуже сподобається. Без кохання нічого неможливо. Кохання це те, що дає сили, дає мотивацію, дає смисл. Для меня любовь — это маяк, который меня ведет к свету. Как вот в воск вляпаться, и он такой тепленький, чуть-чуть остывает, потом такой три. Что для вас является домом? Дом — это то место, куда ты рад всегда вернуться, в котором тебя ждут, где всегда тепло и уютно. Мой дом там, где моя семья. Моя семья сейчас находится в 2 местах. Но вот когда я говорю, что я подразумеваю, что я иду домой, я иду вот сюда, в Киеве. У нас квартира с мужем, которую мы сами там очень долго ремонтировали и вкладывались в нее. И вот это вот мой дом там, где мне комфортно и уютно. Дом там, где сердце. Мое сердце, оно всегда с моими любимыми, близкими, родными людьми. Иногда ему приходится раскалываться, потому что мои близкие, любимые люди не в одном месте находятся. Но да, у меня получается несколько домов. Це відчуття. Відчуття спокою, відчуття свого простору, своїх людей. І так як я поїхав, вирішив подорожувати і іммігрувати в іншу країну, то зараз з відчуттям дому все ще важко мені. Розкажіть про ваші перші дні, коли почалась війна. С 24 февраля у меня, в принципе, поменялось отношение ко многому в России. Пожалуй, самым большим разочарованием для меня были и стали люди. В самом начале войны, мне кажется, можно было сделать что-то, когда еще эта система не стала такой кровожадной, такой жестокой. Но, к сожалению, было немного людей. Вот, и мои друзья были задержаны, мой брат был задержан. Я думала, все, сейчас я выйду, завтра выйду, послезавтра выйду, все должно исправиться. Я не могла поверить в то, что это может продолжаться долго. И я надеялась, что это закончится там в первый же день. Вот 26 февраля, когда бои уже были прям на границе Киева, и вот были уже прорывы в сам город, мы выехали в Винницкую область, где, в принципе, было достаточно безопасно. Конечно, очень хотелось уехать, но мы уехали из Киева, потому что, у нас буквально было просто постоянно шумно. То есть у нас постоянно были взрывы, постоянно что-то слышалось. Потому что, говорю же, мы очень недалеко от Вышгорода, Гостомеля, и это как раз вот это вот все первые дни, и это очень стрёмно было. Потом мы просто скооперировались с друзьями, и мы уехали из Киева, но мы уехали вот в Винницкую область, в Куну, село. И там просидели довольно какое-то количество времени, потом переехали в Хмельницкий и вот вернулись обратно в Киев. Когда уже российские войска совсем уже были откинуты, то есть это уже был июнь месяц где-то. А що б ви відчували в той момент, коли ця людина
Походу. Це в той ситуації, що ми такі обидва в Україні знаходимося, і в мене є можливість залишитись, а вона хоче йти на фронт. Важко це уявити. Ну, скоріше, можливо, я б з нею пішов, не знаю. У меня супруг периодически рвется куда-то, ему очень надо, но просто он понимает, что он там будет скорее бесполезен, чем полезен. А здесь он может, ну, заработать бабок, скинуть на дрон, заработать бабок, одеть какого-нибудь того же друга, там, ну, то есть, и это тоже важно. То есть, ну, не все должны воевать, но если как бы придется, то все равно пойдут, кто пойдет. Ну, тут две стороны. Во-первых, ну, как патриот все-таки своей страны, я не хочу, чтобы моя страна оставалась в этом коррупционном болоте, в котором она вот есть с момента независимости. А с другой стороны, я не хочу ее покидать по той причине, что я буду вынужден не помогать своей стране, в том числе налогом. Тем самым я считаю, что я буду более полезен экономике, потому что моя работа приносит иностранные деньги в Украину, и, соответственно, это укрепляет экономику. А ну, на поле боя я скорее буду бесполезен, если даже не сказать, что буду какой-то обузой. Но как бы если бы он стукнул по столу и сказал, что все, я иду, то, ну, я ничего не могу сделать. Мне бы не хотелось. Мне ну, не хотелось бы, чтобы никто не шел туда. Чтобы просто ну, этого не происходило. Мне бы так хотелось. Яке відношення у вас до російської і української мови, і що далі з ними буде? Я виріс в російськомовній сім'ї. Моя мама розмовляла зі мною російською мовою. Я думав, я закохувався російською мовою. Ну, типу, це частина мене, і я це не можу нікуди діти. Бабушка украиноязычная, но она тоже разговаривала на русском из-за того, что это у нас не первая такая международная любовь, потому что бабушка и дедушка, они, ну, бабушка украинка, а дедушка белорус. Соответственно, у них вот общий язык русский, и они, собственно, на русском тоже разговаривали. Мама моя также воспитывалась в русскоязычной семье, ну, то есть на русском языке. И вот поэтому для меня русский, по сути, родной язык. Мне комфортнее, и мужу комфортнее говорить на русском языке, хотя как бы он знает украинский, и я знаю украинский, но просто так повелось в нашей семье, поэтому мы говорим типа на русском. Жена не владеет украинским в полной мере, ну, в той степени, чтобы спокойно общаться на нем. То есть читать, писать, понимать, в принципе, еще возможно, но разговорной речи как таковой, ну, из-за отсутствия практики. Моего уровня владения языком украинским мне не хватает для того, чтобы взаимодействовать в быту со всеми и так далее. Но если я там раньше, например, в магазин ходила и говорила на русском языке, то сейчас я стараюсь, во всяком случае, какие-то вещи, которые мне комфортно объяснить или комфортно спросить, я стараюсь взаимодействовать с внешним миром на украинском языке все равно. И когда я думаю про голубику, у меня в голове слово лохына. Я как бы понимаю, что, ну, если я с кем-то говорю, мне гораздо проще сказать слово лохына, чем сказать голубика. И получается какой-то странный суржик, потому что очень многие слова, которые, ну, здесь вокруг, они везде как бы употребляются, они просто, ну, начинают как-то воздействовать на речь твою. Російська і українська мова будуть собі існувати і жити собі далі. Мови. Але відсоток користувачів зміниться. І, на мою думку, і буде змінюватись в геометричній прогресії з роками. Логично, что русский язык, вот он как с 91-го года все уменьшался в Украине, он так и будет уменьшаться. Если русский язык — это оружие, то, ну, я не хочу им пользоваться
и пропагандировать его. То есть я считаю, что это абсолютно правильно. Які ваші плани та мрії на майбутнє? Если украинское государство все-таки позволит русским, которые здесь проживали и до вторжения, и которые никогда не имели ничего общего с всей вот этой вот Z-патриотической, угарной историей, которая позволит здесь легализоваться, мы постараемся здесь остаться. Я надеюсь, что все закончится, я получу документы нормальные, что, возможно, в перспективе я смогу избавиться от своего гражданства, потому что, ну, это клеймо. Моє майбутнє буде продовжуватись також сумасбродно, як воно зараз, як моя реальність зараз. Я собі буде мене десь носити. Каждый день я надеюсь, что война закончится. И я уверена, что как только закончится, Украина станет сильной страной, какой уже, в принципе, стала, но будет еще сильнее. Я знаю відчуття щастя, я знаю, що воно може бути кожного дня від маленьких речей, від великих речей. Я как бы просто рассчитываю, что мы будем дальше здесь жить. Построим дом, заведем кучу собак, возможно, даже детей, но лучше собак.